Всем привет! Сегодня расскажу про реконструкцию в Archicad. Как использовать статусы реконструкции и как это применять в своих проектах. В Archicad есть такая классная функция, как статус реконструкции. Каждому объекту в Archicad вы можете присвоить свой собственный статус реконструкции. Как это сделать? Выбираете любой объект, переходите в его настройки, и здесь внизу в графе классификации и свойства есть графа реконструкции. И здесь в статусе реконструкции у вас есть возможность выбрать существующий это элемент, демонтируемый или новый. Но это все очень долго, и есть специальная панель, которая позволяет работать с реконструкцией быстрее. Достать ее можно при помощи окно, панели и вот здесь реконструкция. Выбираете, вот так она выглядит. Вы можете закрепить ее где-нибудь в рабочем поле, когда она будет готова закрепиться, вот так подсветится область, куда она будет становиться. Но я оставлю ее сейчас здесь, чтобы она была в центре внимания. При помощи этой панели можно легко присваивать всем объектам соответствующий статус реконструкции. Здесь я сделал 3 объекта, которые наглядно демонстрируют, что есть существующие элементы, демонтируемые элементы и новые элементы, согласно 3 нашим статусам реконструкции. У существующих элементов статус реконструкции существующие, у демонтируемых демонтируемые, у новых элементов статус новые элементы. Также здесь в панели есть быстрый доступ к фильтрам реконструкции. Он есть как и здесь, так и внизу в табло оперативных параметров. Можете переключаться между ними. Что они из себя представляют? Каждый из них говорит сам за себя. Если мы включим существующее состояние, у нас будет показываться только существующие элементы и те, которые будут подлежать демонтажу. Сейчас я все их разберу на примере вот этой квартиры и вот этих 3 элементов. Они нам будут как раз подсказывать, какие элементы сейчас отображаются, а какие нет. И давайте приступим. Показать все элементы. Сразу видим, что у нас показываются все 3 типа реконструкции, и существующие, и демонтируемые, и новые. Просто показано все, и никакая замена к ним не применена. О графических заменах я поговорю чуть позже, а в конце видео покажу, как с ними работать и как их изменять для статусов реконструкции. Дальше выберем существующее состояние, и сейчас у нас пропали новые элементы. Дело в том, что в этом статусе реконструкции у нас отображаются только существующие элементы и элементы, которые подлежат демонтажу. Сейчас у нас ничего не выбрано как демонтируемый элемент. Поэтому можем перейти в демонтируемые элементы, и здесь подсветится при помощи графической замены только демонтируемые элементы. В квартире же ничего не выбрано как демонтируемый элемент. Давайте это исправим. Выбираем стену и присвоим ей статус реконструкции демонтируемый. Видите, она сразу подсветилась другим цветом. Давайте также покажу, как демонтируют проем. Выбираем дверь и нажимаем на бульдозер. Теперь это будет демонтируемый элемент. Если приблизить, видно, что он здесь выделяется другим цветом и также изменился тип линии. Помимо 2D вида, это все еще отображается в 3D виде. Давайте перейдем в 3D. И здесь у меня тоже видно, что есть эти 3 объекта, где подписаны существующие, демонтируемые и новые элементы, и наша импровизированная квартира. Выбираем здесь демонтируемые элементы и видим, что новые элементы пропали, а демонтируемые подсветились цветом. Вернемся в 2D вид. Следующий фильтр реконструкции — это элементы после демонтажа. Представим, что все только снесли и остаются только существующие элементы. В 3D это выглядит точно так же. То есть стену снесли и выбили дверь. Остался только проем, но его еще не закладывали. Ведь здесь показываются только существующие элементы, а новые не показываются. Давайте перейдем к следующему. Это план изменений. Здесь будут показаны и новые элементы, и демонтируемые. К сожалению, так как я сделал эти тексты объектами, объекты демонтируемые не показываются в этом фильтре реконструкции. Показывается только демонтируемый конструктив. В нашем случае это стена. В моем случае план изменений в дизайне интерьеров не часто находит свое применение, поэтому давайте сразу перейдем к другому плану с новыми элементами. И здесь видим, мы нажали на проем, что он будет демонтироваться. Переходим в 3D, выбираем новые элементы и видим, что здесь у нас есть существующие и новые элементы. Они будут подсвечиваться другим цветом.
И как раз за счет того, что мы демонтировали проем, он будет здесь закладываться. И это показано как новый элемент. Давайте еще начертим какой-нибудь новый элемент стену. Выбираем пипеткой стену, присваиваем ей сразу здесь статус реконструкции новые и черчу. Пусть будет вот такая перегородка. Как видите, она сразу подсвечивается другим цветом, потому что у нее статус реконструкции новый. Если мы поставим существующие, она не будет подсвечиваться. Также еще хотелось отметить такой момент, что если вы выбираете стену, и у вас стоит фильтр реконструкции новые элементы, тот, при котором не показываются демонтируемые элементы никакие, то у вас нет возможности выбрать ему статус демонтируемый, этому элементу, который вы сейчас будете строить. Только существующий или новый, как раз те, которые отображаются здесь в рабочем поле. Переходим в 3D, видим здесь, эта стена появилась. Давайте еще сделаем новый проем. Выбираем дверь, и один проем я поставлю вот здесь, а другую дверь я сделаю повыше и поставлю ее вот здесь. В 2D мы видим, что двери у нас подсвечены другим цветом. В 3D то же самое, они подсвечиваются другим цветом. Но теперь давайте перейдем на план демонтажа. Так как мы здесь будем создавать новый проем, следовательно, здесь нужно разрушать часть стены. Поэтому переходим в демонтируемые элементы и видим, что на месте нового проема, который будет создаваться уже в существующей стене, у нас появился вот такой вот участок, который будет соответствовать нашему новому проему. Именно поэтому важно эти планы, план демонтажа, план монтажа, сдавать вместе. Потому что есть вот такие вот особенности. И благодаря Archicad у нас получается работать здесь безошибочно. Он точно не пропустит, что какой-то элемент мы забыли демонтировать. Давайте теперь рассмотрим последний фильтр реконструкции. Это планируемое состояние. Здесь показываются только существующие и новые элементы. Это финальное состояние, финальная перепланировка. Здесь уже ничего не заменяется. На плане этажа точно так же. Планируемое состояние, нет никаких графических замен. Есть только наше новое состояние, новый проем, который мы создали, и новая перегородка. Благодаря фильтрам реконструкции очень легко создавать план монтажа и план демонтажа. Вам просто достаточно присвоить соответствующим элементам нужный статус и потом это все оформить в чертеж. Давайте сейчас создадим виды на каждый из этих планов. Это все делается очень быстро. Я удалю все виды, которые есть в файле Archicad по умолчанию, и создам свой новый. Давайте начнем с обмерного плана, поэтому я перейду в существующее состояние, тот момент, когда производился обмер помещений. Нажимаю «Создать вид» и присвою ему имя «Обмер». У нас создался вид. Теперь неважно, в какой из фильтров мы переключимся, если мы включаем вид «Обмер», то мы автоматически переходим в обмеры. Теперь вы можете перейти в фильтр демонтируемых элементов и создать новый вид. Назовем его демонтаж. Также вы можете не переходить в другой фильтр, а просто выбрать это уже в настройках вида, и все автоматически поменяется. Также выбираем «Создать вид», и здесь в фильтре реконструкции выбираем «Новые элементы» и назовем это «Монтаж». Нажимаем «Создать». Видите, автоматически все переключилось. И создадим финальный вид, это итог. Выбираем здесь планируемое состояние. Нажимаем «Создать». И теперь можно легко вот так переключаться между нашими планами. В 3D все то же самое. Создадим 3D виды. Я выбираю существующее состояние и создаю вид. Назову его «Обмер». Также создам все другие 3D виды, но уже на ускоренной перемотке, потому что действия такие же, как и в 2D. И вот так быстро при помощи статусов реконструкции получается сделать и 3D, и 2D виды с планами монтажа и демонтажа. Смотрим. Монтаж, демонтаж и обмер. И итоговая планировка. И также у нас все быстро получилось в 2D виде.
Теперь давайте поговорим о цветах. Демонтируемые желтые, а монтируемые красные. Ну, хотелось бы поменять, сделать демонтируемые красными, а новые элементы зелеными. Как это сделать? Здесь вы можете выбрать параметры фильтров реконструкции, либо просто нажать вот здесь на этот значок. Переходите сюда и здесь переходите в правила графической замены. Выбираете их и смотрим. Здесь у нас есть демонтируемые элементы и правила графической замены для них, и новые элементы, правила графической замены для них. Давайте я настрою тип линии, пусть будет сплошная, перо черное, штриховка фон. Здесь ставим все типы штриховок. Здесь все оставляем также. Передний план нет смысла заменять, потому что штриховка фон. А фон штриховки я нажимаю вот эту кнопку и выбираю цвет. Так как это мы настраиваем демонтируемые элементы, я настрою им красный цвет и добавлю этот цвет в набор. Он появится вот здесь, чтобы потом применить его быстро для 3D видов. И нажимаю ОК. Здесь тоже выбираю цвет и использую цвет, который я сохранил. Нажимаю ОК. Теперь поправим новые элементы. Новых элементов я заменю также линии. Штриховку я сделаю фон, но уже будет зеленого цвета. Разделители слоев у новых элементов скрывать не будем, потому что мало ли используем многослойные конструкции. Перо переднего плана нет смысла заменять. Здесь выбираем цвет. Будет зеленый. Добавляю этот цвет в набор. И нажимаю ОК. И покрытие тоже используем цвет из набора. Окей. Теперь нажимаем ОК и смотрим. Новые элементы теперь зеленые, демонтируемые красные. И также в 3D. Демонтируемые элементы красные, новые элементы зеленые. Итог у нас не изменился, все по-прежнему того цвета, который оно и есть в вашей модели. Теперь вы знаете, как быстро работать с фильтрами реконструкции и создавать планы и 3D виды для монтажа и демонтажа. Ставьте лайк под это видео, пишите комментарии, они помогают продвигать мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!